Пока хоть какое-то солнышко, идем обозревать окрестности соседних горок. Сегодня утром была такая высокая вода, но мы все равно перешли вброд за дровами. А тут на нашем берегу такие завалы. В тундре мы или где вообще? Река прям как-то поверху течет. А вот здесь вот один выход из-под гальки, из-под камушков. Здесь чистая вода текает ниже уровня вот той воды. Сегодня была облачная, теплая ночь, и с утра, обычно с утра мало воды с ледника течет, а сегодня, ну, просто какие-то бурные, бешеные потоки. Вот что творится. Вот они, два ледника. Справа по виду Клюкина, а слева это ледник 31. Да, просто уже кофе с... даже не кофе с молоком, каша. Серега там высматривает в чистом приточке, если там яма, может рыба, хоть увидеть. Здесь такой участок красивый тундра арктической пустыни. Вот эти такие подушковидные мхи, на них у нас там палаточки стоят, и вот пробиваются маленькие бруснички, листики бруснички. Ну и вот ягель. Ну, это кустистый лишайник. Настоящий, вот, Центрария исландика, оленей мох. Ну, на самом деле лишайник. Вот это самый лучший корм для оленей. Центрария исландика. Ну, это кустистые виды. Так, лишайник ладони, разные виды. Белый мох, как его иногда тоже называют, хотя это все лишайник. Вот здесь еще растет камнеломка среди вот этих лишайников. Она уже отцвела, вот это уже ее эти семена уже там. Вот последний беленький цветочек маленький с лепесточками. Вот такая камнеломка. Натягивают все-таки тучи, закрывают наши горки. Вон гору, вершину Магаданскую, что в верховьях ледника Клюкина уже закрыла. Ползет темнота, чернота с перевала станция. Дождик прошел, снова радуга. В долине Бургали. Пускай закрыта. И ближайшие горки тоже. Подхожу к станции, посмотрю, что там. Здесь раньше была метеорологическая станция. Там на перевале. Вот сколько здесь всего валяется старого. Все, конечно, заброшено уже. В советское время работала станция. И видно ледники отсюда. И на Мосхаю открывается, но сейчас ее не видно. О, сохранился. О, стол хороший, лавка. Вот, пожалуйста, можно было вчера каски нам взять.
для подъема. Еще каска. Какой каска. Да. Ой. Все рушится. Тазы. Да, ну в общем. Вот тоже стол хороший. О, везде тазы. Здесь, наверное, и была баня, можно было мыться. Вот печка. Нары трехкроватные. Тут в комнате хорошая кровать. Вот книжка интересная. Когда начинался год средние века. Вот, пожалуйста, можно узнать. А из окошка хороший вид открывается. На заоблачные горы. Да, просторная комната. Можно тут разместиться. Ну, а второе строение что-то в полном запустении. Хотя издалека кажется, крыша такая хорошая. А тут ничего нету. Вот так вот. Вот так вот. Эх, прощай, прощай, местечко. Под ледниками мы уходим отсюда дальше на новый маршрут. Сначала на базовый лагерь, а потом пойдем делать колечко к озерам Кнорий. Вставляю палку, найденную под Мусхаей, кому нужно для восхождения. Пользуйтесь. Она вот здесь вот у подножия ледника Клюкина. Все. Сегодня, слава богу, нет дождя. Вот только облака там тянутся, и мы уходим вниз к лесу. Долина Бургалик. Сегодня вода очень низкая с утра, как и ей надлежит быть. Не то, что вчера бурный поток. Что-то прорвало в леднике там. До свидания, наш ледник 31, безымянный. Нормальные герои всегда идут в обход станции. И вот поэтому приходится преодолевать еще один такой вот каньончик ручья, ущелье, чтобы попасть на перевал станция. Но зато мы срезаем километр. Вот верховье ручья Сантар-Хаэта, там даже водопадик есть. Тут на подходах с перевала станции не так просто отыскать путь спуска. Вот турики отдельные стоят. Вон мы увидели сейчас. И вот от него где-то левее должна быть тропа. Здесь на склоне все так одинаково, не видно. А путь спуска и подъема из самого каньона, вот первый участок, он единственный такой хороший. Тут-то где угодно можно спускаться до начала такого крутого участка каньона. Но сейчас мы найдем эту тропу. Вот он, турик, который маркирует тропу. И сама тропа, она немножко более рыжеватая, чем камни, просто лежащие на склоне. А здесь, оказывается, два пути спуска. Вот мы поднимались вот за этой скалкой, там вдоль скалы. А тут смотрим, тропа натоптана вниз. И вот здесь вот еще один путь. Сейчас мы его проверим. Этот путь спуска. Снизу мы его не видели. Ну, там перегиб такой крутой. Ну, посмотрим. Вот такие крупные глыбы, а иногда они живые. Так что тут каждую надо проверять очень аккуратно.
Ну, вот такие тут скалы разрушающиеся. Вот мы и спустились в каньон, ущелье ручья Сунтар-Хаита. Можно считать дома, на базе. Да, вот этот спуск оказался лучше. А мы его вот когда поднимались, ни что мы с Лерой первый раз, ни что сейчас. И Серега первый раз по нему по-другому поднимался, предыдущему. Вот здесь палка стоит, которая помечает путь подъема на более простой перевал. Вот эти глыбы крупные. Ботинки работают, держится моя заплатка. Не заплатка, как уж не знаю, подстежка. Отлично. Приеду, заменю. Слияние двух каменных потоков. Красного и серого. Вот из этого ущелья из ледника одинокий. И дальше уже, вон там проглядывает слева впадение Ниткана. И, ой, не Ниткана, наверху Евхарония. А вот эта горка как раз напротив нашего базового лагеря. А тем временем Бог послал мне новый котелок. Таких сейчас не делают. Легчайший, высокий борт. Ну вообще, загну все края. Какой год? Сейчас посмотрим. 23.02.87. О! Ха, вот это делали раньше. Легчайший. Форма то, что надо. А то у меня ниже. Отлично. Вот что не хватает в каменистой пустыне, в горной тундре. Да, в пустыне в арктической скорее. Так это запахов трав. Мы сюда зашли и сразу такой аромат. И багульника, и... Ой, здесь и голубика, и кассиопея. Ну, просто счастье. Такой аромат еще. Они когда дождем смочены, вообще такой запах дают. Ну, а тут прям местечко напротив устья вот этого ручья с ледника одинокого. И здесь просто лагерь можно закладывать. Вон сколько дров. Что, обедать будем? Да нет, наверное. Да, два потока, мутный и светлый, сливаются тут под скалой. Тем временем она поспела, голубичка. Да, после дождей тут стало мокро, а мы шли, почти сухо было. Да, не всегда у нас курорт. Вот ливень, гроза нас застала в пути. Но слава богу, не проткну я тент. Мы пришли в дом. Тент наш стоит. Его не снесло ветром, в отличие от пары лиственниц, которые здесь повалило. Но продукты на месте, я смотрю, висят. Это уже похоже второй фронт грозы. Вон все там темное еще. Немножко, если мы не хиевничаем, может быть, успеем. Ну ничего, что нам не привыкать. Зараза небесная. О, даже здесь мокро. Сюда захлестывало, наверное. Даже береста есть запасенная. О, костерок есть? Ну да, штаны, конечно, уже промокли. Ну, ничего.
старые туристы-пенсионеры. Я уже говорила, что красное дерево они тащат. Смотрю, достает. Сухая погода такая, он, значит, это вот ножку красного дерева. Костер всегда. Ну как же, говорит, без этого? А вдруг? Не погода. Да, если чего. Как хорошо. Пар валит. Все нормально, мы теплые. Серега ставит палатку прям под дождем. Я хочу переждать, а он нет, сразу ставит. Быстро. А небо немножечко, но светлеет. Светлеет. Вот наш спасительный тент, который оставался тут на базовом лагере. Видно уже. О, уже горки видны. Хорошо мы вовремя одели гидрокуртки, как бы, конечно, промокли. Серега уже вон печку затопил, пока мы тут у костра греемся, чаевничаем. У нас хошь у костра грейся, хошь у печки. Вот так вот и живем. А дождь что-то все не кончается, хотя уже вот должен вот-вот. А тем более грозовой. Да, грозовые быстро должны проходить, а он что-то никак не проходит. Вот грозовой переходит в этот. В осенние дожди. Нет, в осенний точно не переходит, но немножко труднее. Так, потихоньку. Ага, да. Там на бане. А банька хорошо. Да, Коренуш, сними там сумку. Ага, да. Вот карабин отцепи. Ага, ну конечно. Для чего я снимаю? Тихонько. Чем заниматься на дневке? Делаю самый легкий в мире котелок. Такой не купишь нигде. Ни за какие деньги. Кстати, проволоку сейчас в Подмосковье тоже нигде днем с огнем не найти. Собирают на металл, сдают. А здесь полно набрали вот это всяких проволочек. Ну, на всякий случай. Вот я кусочек уже для дужки. Так вот загибать. Но сначала нужно еще тут выровнять дно.
Ну, вот, более ровно, а то она вся была такая, ну, зажеванная. Процесс называется рихтовка. Вообще ничего не весит. Ну, конечно, не весит. Грамм 10, наверное, 15, меньше, наверное, даже. Вот так. Сплав, позорники, Ну, дайте ладно. же ей котелок. Да, такой котелок никто мне не может дать. Только они вот здесь вот валяются, и только редким людям попадаются под ноги. Это дар свыше. Чем мы занимаемся на дневке? Кто-то ремонтирует, что-то делает, а вот Нина вот такие оладушки испекла. Ну просто чудо. Серега, орешки их это... Нет, а еще была красная смородина, Серега набрал. А, уже съели. Но здесь еще ухта и голубики полно в окрестностях. Вот наш костерок тлеет все время, весь день сегодня. Вот уже и солнце склонилось за горку. Однако сегодня погода, конечно, дым нагнала. Горы такие, горы зловещие, в дымке какой-то. Такая видимость не очень. И ветер дует. Погода изменилась. Но главное, мы успели сходить на гору. Такая нормальная высота душки. А ты сделай над нее наверху там такую эту. А, вот такую, чтобы... Выгони штучку, да, в центре только. Да, можно. Только центр поймай. Ну ладно, это уже излишество. Почему излишество-то? Ну, здесь я сейчас обломаю, и Ну, все, это на да. этом... Ну а посередине там этого, чтобы не полукруг такой был. Вот эту, да, такую. Вот Давай. такую вот фиговинку. О, Сколько счастья. сюда больше каши помещается, чем вот этот мой старый котелок. Есть разница? Есть разница? Есть. Есть. Вот. Ну вот и настал момент, когда мне пора покидать уютную долину Хорони и подниматься на перевал Гиткан. Неделю я гостила с семьей Ермаковых, мы сходили на Мусхаю, было все очень здорово. И сегодня вот 2 августа я иду, продолжаю маршрут на Гиткан, на Юдому. Там еще хочу сделать небольшое колечко на озера Кнория. Мы думали, пойдем вместе, но посчитали продукты, и не хватает уже продуктов на длительные радиальные выходы у Ермаковых. И у меня тоже. Поэтому я быстренько, наверное, сбегаю на Кнорий, а потом сплав по Юдами до самого низа, до поселка Югоренок, а может и дальше, потому что неизвестно, есть ли в Югоренке люди. Жилой ли сейчас этот поселок. Сегодня нормально, более-менее видимость. Вчерашний дым ушел. Проглядывает голубое небо и белые облачка. Надеюсь, дождя не будет. Вода в ручьях за сутки после ливня упала уже. Идти легко, брод переходите. А дальше совсем пойдется просто по полочкам травянистым. И перевал Гиткан, вон то ущелье. Правда, облачка что-то заволакивают, но надеюсь, все будет хорошо. До свидания, далекая долина Сунтара. И наш базовый лагерь вот в последней зоне леса. А в верховьях ручья Сунтар-Хаита проглядывает голубое небо. А у меня впереди пока облачно. Ну ладно. Прощальный взгляд на долину Хорони, и я ухожу уже в более узкое ее ущелье, ведущее к перевалу. Перевалу на Гиткан. Верховье Юдомы.
ущелью Хорони. Ой, хороший ручей идет. Хорони. Открываются горки, что обрамляют мой перевал впереди. Перевал Нискан. Ветрюга, конечно, встречная, он так тормозит. Вроде идешь ничего, но он прям тормозит, когда идешь против него. А это вид назад, откуда я иду. Черт, меня дернул упасть с рюкзаком. Прям приложилось. Так вообще не делают. Буду более аккуратно. Иду, разбежалась по скользким камням. Нельзя так делать. Иду себе, задумалась, думаю, ну нормально идет, жестко по камням, и поскользнулась. Надо аккуратнее. И рюкзак меня привалил, придавил прям. Хорошо, все нормально, упала все-таки, камера работает, ничего не повредила, кроме вот здесь скулы. Перевал мой закрывается облачностью. Ущелье, ведущее к перевалу Аметистовой и горе Семицветной. Но сейчас в облаках без солнца не очень смотрится. О, неужели всего еще километр с небольшим, и дальше я понесу этот тяжеленный рюкзак только вниз. И радиальный выход у меня уже будет с более легким рюкзаком. Вот. В облаках, но там перевал. Ущелье Слизняка. Ручей тут. А мой ручей уже стал меньше. Его легче, легко переходить. Здесь уже распахнулась долина. Гораздо проще идти. Сейчас уже шум ручья совсем пропадет, потому что основной ручей, вот, слева последний распадок, вот там ледник, откуда вытекает верховье Хорони. А прямо это уже вот мой перевал, и там такие болотца, там ручья нет, не журчит. Хочется в тишине побыть, а то уже шум ручья и ветра немножко напрягает он. Вызывает чувство тревоги. А так все тут хорошо. Далекие дали ручья Сантар-Хаята и Хорони. Вот такой перевал из тумани. Сонная погода. Вода. Кажется, уклон уже пошел в ту сторону. Вода пока еще течет направо. Значит, не дошла до перевальной точки. Еще где-то есть здесь тур. Может, впереди он что-то виднеется. Перевал такой широкий, тут даже в одном месте так все заволокло. Я даже компас достала там. Не совсем понятно было туда идти, но вот тур, кажется, прям светится в тумане. Тур перевальный. Да, это сооружение, сложенное руками человеческими. Не буду искать записки, повалю быстрее вниз. Все, он в тумане заволокло. Я думаю, ниже. Ух ты. Ножик, если кому нужно, вот могут прибарахлиться. А я часы потеряла на подходе, ну надо же. Ну ладно. Буду жить по солнцу. Все, теперь вниз грамотно спуститься и там где-нибудь заобедать, а то вон силы теряю, спотыкаюсь на ходу. Так нельзя. Крутой спуск прошла вроде правильным
безопасным путем. Вон из тумана выплывают скалы. Вправо шумит поток. Я когда к нему подошла, думала, он вправо течет. Мой верховный Ниткан, это правый Ниткан, правый приток. Но я все равно шла на стрелку, как бы, между двух ручьев, так не заблудиться. Я спустилась до кустарника. Даже вот тут облака начинают подниматься. То я в полном облаке была, а вот уже какая-то видимость появилась вперед. Дальше тут уже такая широкая долина, нет водопадов, как вот в начале в ущелье, поэтому я справа обходила. Все, вот тут и дрова есть. Ну, отлично, я добралась до мест обетованных. Обед и дальше в зону леса. Ну, или хотя бы склоника кедрового. Все. Ну, не закипает еще, но пузырики уже есть, я думаю, заварится, а то уже дров мало. Все. Да, Ниткан здесь вверху их уже вполне полноводный, но уклон хороший. Сплавляться еще не хочется. Река вышла из ущелья, показалось небо вдалеке, даль показалась. То есть я сейчас, может быть, ниже облачков спущусь. Морось поредела, жизнь налаживается. Ниткан перед входом в каньон вечером вполне полноводный. Но на галечниках здесь широкая ложа реки. Я думаю, будут на протоках можно будет переходить. Потому что справа сейчас прижимы начнутся, не пройти. Тут либо по дну каньона, либо налево надо подниматься. Посмотрим. Убежала я от непогоды. Вот. Путь мой лежит вниз. Поднялась над каньоном, вылезла на левый борт, чтобы уже искать место для стоянки. Но здесь что-то пока воды нету. А до слияния Снежника и правого Ниткана, где лес, осталось еще, наверное, километров 6-5, может. Ну и хочется пройти конем в красивую погоду. Ох, я тут, кажется, лишнюю высоту набрала. Еще распадок. Может, здесь будет водичка. Пора вставать. Вот здесь сфинкс каменный стоит. На входе такое же скальное, красивое ущелье этого каньона. Я его снимала снизу, когда мы в 2008 ходили. Сейчас вот сверху. Погода, конечно, не такая хорошая. Но, тем не менее, вот такой есть. Да, встала бы уже на стоянку, ведь хотела там встать, но там воды не было дома, сейчас будет. А что-то все левые притоки сухие. Там, где я вылезла из каньона, там можно было, конечно, спуститься, второй раз набрать. Но что-то я думала, впереди будет. А здесь уже вот так вот не спустишься. Буду идти до воды. Кофеек. Кофеечек. Немножечко. Вчера нашла все-таки воду. Здесь у меня рядом маленький водопадик в таком ущельице, что даже не слышно было шума ручья. Вот, так что я сначала палатку поставил, уже темнело. Успела до дождя поставить, сплю на кассиопее. Вот такой кустарничек отличный. Ну, кассиопея, лишайник, камешки. В общем, сухо. А вокруг облако, сижу сейчас в облаке. Но думаю, сейчас не буду дожидаться, пока оно уйдет. Что-то ветер не разгуливается, так что пойду. Уже тут, ну, километра 4-5, наверное, осталось до леса, до хорошего места, где сливаются Снежник, Ниткан и правый Ниткан. И там уже сделаю хороший лагерь.
На краю обрыва. Там шумит каньон. Шумит Ниткар в каньоне. Но ничего не видно. А комары есть, поэтому я даже палатку поставила. Так что не очень холодно, тепло. Вот такая у меня тут облачность и видимость. Ну, а в каньоне воды не прибыло, как и должно быть после ночи. Вон впереди распадок ручья. Может быть, я там спущусь и дальше пойду. Попробую пройти по низу. Там красиво. Там видно будет. Вот этот распадок с водой, с водопадом даже. Так, кстати, попался мне вчера. Уже в темноте, когда я искала воду, и вот здесь вот набрала. И рядом стала на ночлег. Ну а подостинок здесь в тундре. Ой, такой крепенький. Просто сколько хошь. Сколько хошь. Вон они. Переростки растут кучами. О, огроменные. Огроменные. И некому их тут собирать. Вот так вот. Такие богатства пропадают. Появились первые кусты сланника. А вот приток, он тоже в каньоне. О, какие тут нагромождения. Ну вот, ура! Здесь, похоже, мне удастся спуститься в каньон. Тут круто падающий ручей, но пройти можно. И пойду по низу. Фу. Да, внизу каньон все-таки грандиозно выглядит. Даже такие скалы высокие. Видно. Рада, что спустилась. И что вода в этот раз не такая большая. Можно вброд переходить, а это неминуемо.
Все, там уже выход из каньона. Скоро. Я вышла из каньона в распахнувшуюся долину. Жизнь, здесь жизнь. А вот ущелье Правого Ниткана в облаке. Однако, что я вижу? На устье Правого Ниткана проглядывается палатка или тентик. А может, это Миша Анисимов сюда пришел и еще не ушел. Ну, у Миши вообще палаточка такая маленькая, гробик. Не развернешься. По пояс тебе, наверное, да? И тентик маленький. Так, вот где-то мы здесь с Лерой стояли. Ностальгия. Только ничего не видно. Быстренько попив с Мишей чаек, я побежала за ручей делать свой лагерь в первой хорошей зоне леса. В плохую погоду, мокрую, хорошо помогает труха. Она тлеет, а потом ее просто можно раздуть. Вот такая отличная вещь. Вот так вот. Все в облаках. Дождь то капает, то чуть проходит. Я встала в хорошем лиственничном лесу, чуть ниже впадения Правого Ниткана. Вот здесь такой отличный лес. Можно пережидать непогоду. Вышла я от лагеря на рыбалку, попыталась ловить, но ни в каких ямах ничего не ловится. Может быть, ее еще тут пока нету просто рыбы этой. А облака потихоньку поднимаются, и даже показалось солнышко один раз. Вот островок леса, на котором я стояла в 17 году, и вот здесь вот шло русло, а сейчас здесь просто лужица, старое пересохшее русло, и основное русло здесь шло, поток. А вот как поднимаются облака, появилась вот такая видимость. Туда вниз долина Ниткана. Основное русло по правому борту сейчас идет. Вот оно, мое место. Мое кострище сохранилось. Две палочки, повыше, пониже. Здесь тентик, наверное, стоял. И вот тут палатка. Не снесло лиственницы, не замыло остров. Можно стоять. Вот это да. И вид на скалы. Горки над ущельем Снежника тоже прорисовываются. Вот такие скалы-останцы остались здесь, на устье Снежника. Сейчас здесь вода идет, а в 17-м вообще не было, сухо было, сухое русло. Вот такой нос корабля, как будто прорезающий, который прорезает река, но не доточила. Облака то вроде поднимаются, то снова спускаются. Какая будет завтра погода?
Сегодня 4 августа. Туман немножко рассеялся. Сегодня утром даже проглянуло солнышко, но все равно погода такая непонятная, но тепло. Я все-таки принимаю решение добраться отсюда через ручей Снежник до озера Кнорий. Уж очень мне хочется попасть туда этим путем. И вообще там здорово на озере, и там есть рыбалка. Там можно поймать гольца и наесться. Правда, говорят, что он ловится только в сети. В прошлый раз мы кидали там блесну, когда были в 2008 с Лерой, и ничего не поймали. Но там, в 2 километрах от озер, живет Прохор. У него есть сеть, и там есть лодка. И можно теоретически к нему зайти и попросить. Но есть он там, нет его. В общем, мероприятие такое сомнительное. Но сомнительное оно не только из-за этого, а из-за того, что у меня осталось мало продуктов. По-хорошему, мне надо сейчас уже сплавляться. На самом деле, я-то думала, мы будем выходить через... Ну, поближе. Я вообще думал сначала, что обратно по Сунтару сплавлюсь, но путешествие меня так захватило, что я решила по Юдами. А по Юдами километров 800, как сказал Сергей Ермаков. В общем, 9 полных, хороших ходовых дней только до поселка Югоренок. Но поселок Югоренок неизвестно, действует сейчас или нет. И даже вот Миша, вот турист, которого мы встретили, он этот вопрос изучал, говорит, он уже наверняка, наверное, не действует, уже в отчетах какой-то там несколько лет давности, всего 2 человека там, ну, вроде как 2 избы там осталось. То есть 9 ходовых дней только до поселка Югоренок, где может еще не быть магазина. А у меня продуктов осталось, ну, по-хорошему, дней на 12. Ну, на 14, если растянуть. Но, то есть без рыбы тут мне трудно будет выжить, если заниматься физической сильной нагрузкой. Поэтому вот это кольцо, значит, до Кнория, вот здесь вот 30 километров, и еще по неизвестному вот этому маршруту через каньон Снежник, там где-то подниматься, спускаться, притоки тоже в каньонах. Мероприятие такое авантюрное. А обратно я хочу прийти через Конгор, ну там больше 30-ки, ну за 2 дня ходится. Дойду до сюда за 2 дня. Туда мне идти тоже 2 дня, и я думала там стоять день, но это если будет рыба. Если не будет, надо будет возвращаться, потому что у меня не хватает ресурсов. Короче говоря, все-таки я рискую на это кольцо, беру с собой. Что я могу взять? Вот я уже отложила продукты, которые я беру с собой. Вообще, вот это сахар. Сахар. Совсем чуть-чуть. Ну, вот на 4-5 дней. Шоколадка. Здесь уже 3 кусочка съедено, осталось на 4 дня, 3-4, 12 кусочков. Ну, чуть-чуть кофе, это у меня вообще все, что осталось. Так, сюда я жиры кладу, по жирам у меня нормально. Вот у меня была такая банка мяса с жиром, осталось меньше половины, но я с собой 4 ложечки возьму, отложу вот в этот пакетик. Дальше, ну, чай совсем немножко. Вот столько кураги, это я на горные выходы брала, ну, совсем ничего тут. Орешки, нет, это приправа соленая зелень, это для ухи. Это орешки остались. Сухое молоко, ну, тоже чуть-чуть совсем. Это уже пустой пакет. Все. Дальше, значит, по крупам, что у меня. Так, это все пустые пакеты. Все, тут ничего нету. Так. Гречка, это на 2 раза. 5 злаков. Но это, я думаю, мне хватит на 5 дней даже. Ну, может, и 4. Вот это 4 бараночки у меня осталось. И еще я сейчас пачку сюда положу. Пачку 250 граммов. Сейчас покажу. С собой возьму сейчас. Риса на 2,5 раза, потому что я вчера не выдержала, пообедала 2 горстями. Ну, считаем на 3, нормально. Ну это горелка. Горелка, тут еще аккумулятор и переходник. Все. И еще вот сюда я положу. У меня осталось масла топленого, вот столько. Вот столько, наверное, с собой возьму топленого масла сейчас. И подсолнечного налью. Здесь 100 миллилитров. Вот чуть-чуть. Сейчас у меня было пол-литра, осталось граммов 300, наверное. Сейчас 100 миллилитров сюда вот добавлю. Вот это то, что я беру с собой.
Так что все очень так, на пределе, настоящий марш-бросок. Ну и по минимуму, я не беру кошки, не беру ботинки. Минимум, ну что там, лодку и остатки продуктов оставляю здесь. Так что отправляюсь в такое вот мероприятие. Ну все, ухожу на 4-5-дневный маршрут. Рюкзак килограмм 10, может 11. С таким можно гулять. Сейчас по снежнику идем вдвоем с Мишей сначала. Он в Рыделку идет туда-обратно. Ну а дальше я уже одна пойду. Каньон вместе посмотрим. Все, пошли. Заброска на дереве меня ждет. Ну, остатки продуктов и лодка. До свидания, костерок. Я к тебе еще вернусь. Все тут вокруг залила. Все нормально.